Как вы думаете, вот это перемирие возможно? Ну, официально, понятно, это МИД ответил, что нет, но я просто понимаю, что это будет еще там завтра, потом выходные, и к началу следующей недели вполне себе может эта идея как бы и вызреть. Нет, оно невозможно. Либо, понимаете, оно возможно при одном условии. Не, Запад капитулирует, не, я принимает имею в виду условия Путина. перемирие, стойте, я имею в виду на вот этом участке, для того, чтобы впустить журналистов, для того, А чтобы... зачем их туда, зачем туда украинской стороне впускать журналистов? Чтобы они всем показали, что здесь котел и в каком ужасном состоянии ВСУ. Нет, ну Зачем подожди, это нужно? чтобы показали, что все какие злые русские, какие вот это вот нехорошие люди на весь мир. Их же должны не только впустить, их должны и выпустить, они же должны привести материалы и в очередной раз Западу, так сказать, ну вы А поняли. что они покажут? Голодных, ободранных солдат украинских? Ой, это деморализация жуткая для всего украинского общества. Поэтому будет как обычно. Покровск падет, Купянск падет. Ну, может быть, через месяц Генштаб и Банковая признают, что да, действительно. Нет еще двух фортеций, увы. Так их в принципе нет. Там дальше, ну, Там дальше чистое поле, да. Никаких линий обороны. там дальше три села, там три хаты, так, и села такие небольшие, ну вот эти поля, села. Поэтому вот такая вот напряженная битва за даже не столько не за сам Покровск, поскольку он центр нескольких линий и узлов обороны, а чуть севернее как раз. Потому что там били в клин сразу в три линии обороны, то есть их пробили. Но поскольку этот клин не смогли ВСУ ликвидировать, то теперь просто они будут растекаться по сторонам и брать, грубо говоря, все эти линии обороны с тыла. В чем проблема-то была? То же самое под Купянском. Почему такая битва была? Оборона разрезается, она просто разрывается. И нет больше единой линии обороны. И, соответственно, остатки линии обороны, они берут уже с тыла. Они становятся бесполезны. Поэтому такие битвы были жизнь. Есть такое мнение, оно, конечно, оно мне кажется, ну, замысловатым и, честно говоря, глупым. Вот сегодня у нас украинские эксперты, причем такие, ну, своеобразные, конечно, специфические, узконаправленные, но и среди них есть там адекватные вполне люди, которые не комментируют шушеру всякую, а комментируют по своему делу. Ну, вот конкретно, там, рэбы, защита, это есть такой Флэш, известный специалист, ну, он воюет. И он говорит, товарищи, надо уходить. Надо вот это вот собираться и выходить. Вообще надо было Да, уходить еще раньше. Но если сейчас да. вот такая ситуация, берите перемирие, берите подмышку, пускай каждый журналистов запускайте каких угодно. Ну, это не он говорит, это я просто моделирую. И как бы сваливайте, потому что там, ну, уже дела не будет. Ему там другой военный эксперт вторит, говорит, да, действительно, я соглашусь, надо выходить. Но не выходит же. Не выходит Зеленский. Поэтому я Зеленского и всегда и называю полезнейшим из полезных евреев. Столько, сколько он сделал для уничтожения ВСУ, никто не мог сделать. Просто по своим политическим каким-то хотелкам, вместе с Ермаком. Фортеция Бахмут. Ну, что вы было держать? Сначала это стратегический узел. Фортеца поют, пишут песни, снимают фильмы. Ну, а потом, да ну, какой-то городок, который не имеет никакого стратегического смысла. Ну, зато вы лучшую часть там положили. То же самое Курская авантюра. Зашли, цели не смогли выполнить, уходите. Но ради политических амбиций держали. Типа это усилит украинские переговорные позиции. И мы обменяем кусок Курской области на что-нибудь. Ну и вот в результате такого постоянного усиления переговорных позиций мы оказались там, где мы оказались. Что просто кладутся лучшие силы ВСУ, ну, тупо для того, чтобы что-то удержать. Что, в принципе, не имеет никакого смысла, потому что нужно уходить, чтобы сохранить армию. А вместо того, чтобы ее сохранять, ее просто уничтожают. Вот и все. Поэтому я называю Зеленского полезнейший из полезных евреев. Пишет чат, что взрывы в Чернигове.
там в районе вышки, типа вышку снесли. А, ну, Чернигов, конечно, такая специфическая история. Все говорят о возможности Черниговского фронта. Да, да, я думаю, что так оно и случится. Оборонять там некому. Будет выбор: либо бросать остатки на Херсон, либо в Чернигов. Но Чернигов, я так понимаю, это поход на Киев будет организован. Ну да, поближе к столице. Ну, чтобы дорогие ракеты не тратить, а работать фабами управляемыми. Ну, фабы далеко уже летят, в принципе, и мы Ну, видим... еще, ну, они летят там, ну, хорошо, ну, 150, там, 200, ну, движок приделали, как бомбе. Догадались на третий год войны. Давай, ну, собачьим. Фиг ли тут этих фугасов лежит со времен Второй мировой войны? Чего они лежат? Нормально летает, оказывается. Ну, это называется рачительное хозяйство. Помните, был Горбачев? Экономика должна быть экономной. Да, на самом деле, все не смешно, конечно. Но что стоит? Не, на самом деле ужас, конечно, тем более, что... Спасибо иранцам. Между прочим, вот иранцы. Кто придумал УПМК? Иранцы. Еще долгие в те времена, когда они только-только были на заре развития своей ракетной программы. Вообще смешного мало, потому что обстрел сегодня был достаточно крупный, 750 целей. Поражена была Ладыжинская ТЭЦ, это Винницкая область, сам город Ладыжин без воды, без тепла. Там со светом тоже непонятно что. Причем так интересно, сначала вроде отменили почасовое отключение по стране, потом возобновили. Летела туда, в сторону западной части страны, о чем там мэры предупреждали, мол, давайте запасайтесь, будьте рачительнее, как вы выразились, пауэрбанки там не расходуйте и так далее. Удары действительно наносятся и наносятся достаточно мощные по стране. Как бы отключить пока вроде как не отключают от света Украину, и не получается Вот этого сделать. Я не понимаю. Это просто не делают. Еще раз. Так, что тогда делают с 70-50, ну, 7 сотнями целей или там ракет, или ударов по стране? Уничтожают экономику, уничтожают локальную энергетику, по большому счету. Ну, потому что она рано или поздно начнет сыпаться. Просто из-за нагрузок, да, у вас разрушено, условно говоря, может быть, половина станций. Соответственно, остальные распределительные станции будут нести повышенную нагрузку. Трансформаторы старые, древние, еще советских времен. Начнут лететь, и все. А чтобы отключить рубильник, я говорю, 4 станции на 750 киловольт и 2 энергомоста с Европы. И все. Каменный. Ну, тут Медведев же написал после этого очередного фиаско с Трамп наш 2 в сердцах, что ну, хорошо, теперь нет никакой уже надежды на какие-то переговоры, еще на это, поэтому теперь можно выиграть. То есть, он признался, что кремлевские потратили год непонятно на что. На ожидание Годо, путеводной звезды, импульса переговорного, который затух, по словам заместителя министра иностранных дел. Да, слушайте, действительно, телевышка в Чернигове под обстрелом вот была. Действительно, люди писали, да, где-то час назад чуть больше об этом сообщили. Как же они теперь без марафона будут жить? Это же ломка начнется. Значит, вышел Зеленский, говорит, несколько часов тому российские бомбы ударили по Славянской ТЭС, 2 человека погибли, есть раненые. Также Зеленский прокомментировал ночную атаку России, что это был тяжелый комбинированный удар и специально просчитанный так, что было очень тяжело противодействовать. Ну и завтра круглосуточное отключение электроэнергии в Украине. Слушайте. Военные силы сказали, что сбили все, как обычно, да?
Ну, Нет? вы же понимаете, что ну, так же продолжаться не может. Может. Нет, я просто к чему? Ну, вообще, что ли, не просчитывается, не просматривается никаких рычагов людей, живущих на территории Украины, на власть, которая этой территорией управляет? Ну, мы не рабы, оказались рабами. Ну, что? А что они могут сделать? Ну, там бусик с ТЦК перевернуть, еще что-то. А дальше что? Сейчас этот самый ваш неандерталец, бабуин, будет их отлавливать СБУшный. Кто, например, бусик перевернул по одному. Да. Это Ну, поэтому... Одесса, рынок 7 километр. Да, Сегодня, да, да, да. 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 Пока что это отдельные события. Перерастут ли они в сопротивление власти? Ну, хорошо. Но будут они сопротивляться власти. Будут сопротивляться мобилизации. Дальше что? Это как-то изменит политику Банкова? Нет, потому что, еще раз, Банкова – это не национальная элита. Ей на интересы Украины наплевать. Она просто полностью подчинена Западу, поскольку это прокси-сила. Есть эти самые западенцы великие украинские, щирые украинцы, которые не любят воевать, но хотят независимой Украины, еще чего-то. А воевать не любят. Ну вот, и что? И как вот народ может поменять власть в данных условиях? Если только в анархию ударится, знаете, такое местечковое что-то. Ну а что это изменит? Это что, отменит? А почему, подождите, Миллион почему этого не видит спонсор? Ну, тот, кто денежку дает. Европа с денежек ценностями, со всеми. дается на то, чтобы Украина наносила максимальный ущерб Украине. Украине. Вот Украина наносила максимальный ущерб России. Вот на что дается денежки. Нет, ну это И тоже, Украина это, кстати, будет знать. оговорка хорошая. Украина наносила максимальный ущерб Украине. Ну, это, да, получается так, по большому счету. На кого еще повесить там дальнобойные удары по, скажем, российским НПЗ? По всем виноваты украинцы. Кто подорвал северные потоки? Украинцы. Все на украинцев вешают. Очень удобно. Все делается в надежде на то, что рано или поздно российский народ под тяжестью санкций и без бензина восстанет, свергнет Путина и на его место, скажем, придет Ходорковский, условно говоря. Такой вот у них хитрый план. А то, что за это время не станет Украины, тут меньше всего волнует. Это говорил с самого начала, ребят. Ну, не с самого начала, после Стамбульских соглашений стало ясно, что Украины больше на свете не будет. Нет, ну и в том виде, в котором она была, уже точно не будет. Ну, ее уже нет, и, собственно, будет она вряд ли такой. Но надо хоть каким-то образом ну, заканчивать вот этот дурацкий отлов народа. Вот сегодня в Кременчуге, А как вы его закончите? ну вот смотрите, в Одессе на 7 километре собрались мужички, отмудохали этих ТЦКшников, Правильно, но вот сейчас прогнали. их бабуин отловит, попытается отловить по одному. Продолжится ли эта волна? Вот если продолжится, да, начнется ли там, скажем, партизанское движение в Украине, когда будут сжечь все военное и все военкоматы и СБУшников? Вполне возможно. Поживем увидим. Но партизанское это движение, это же не значит, Но за денежку, разумеется. что эти люди за Россию, понимаете? Нет, они за денежку и за то, чтобы выжить, потому что власть, их убивает власть, а не Россия. Россия их отключает от тепла, электричества и всего остального. Тоже А убивает убивает, это да. ну, Ну, тоже ведь убивает, подождите. на фронте, да, убивает. Кто хочет попасть на фронт? Никто. Особенно, когда вам говорят, что товарищи, война вот-вот закончится. 15 января. Обязательно закончится, сказали очень уважаемые люди. Кто хочет идти в армию, чтобы быть последним погибшим на этой войне? Никто. Один есть такой нардеп украинский, Бужанский, ну, из Днепра. Значит, что пишет? Есть, говорит, по ряду косвенных признаков некоторая вероятность того, что для мирного соглашения, возможно, придется отматывать назад языковой апартеид.
нагроможденные за эти 11 лет. И по этому поводу начинаются подвывания Ветровичей. Ну, всяких там, да. Что тут скажешь, не надо было наматывать, чтобы потом, возможно, не приходилось бы отматывать. Если кто с этим не согласен, пусть прямо скажет, сколько еще областей и городов, десятки жизней, короче, готовы потерять. Ну, это в Конституции есть защита языка, но сегодня в Одессе, кроме всего прочего, там депутаты голосовали, да, против Труханова, а новый ставленник СБУшный, Лысак, который ставленник Зеленского, закрыл Пушкина фанерой. Фанерой Пушкина закрыл. То есть его снести вроде как нельзя, памятник ЮНЕСКО, шибко ценная история, и Труханов был против. Вот Труханова не стало, Пушкина, так сказать, закрыли. Скажите, пожалуйста, если гипотетически, ну, например, выходит Зеленский, выходит там Украина и говорит, значит так, мы тут отменяем гонения на русский язык, мы там по культуре тоже делаем уступки, не делая по там каким-то другим принципиальным вещам, ну, как сигнал для того, чтобы договариваться, можно ли через, ну, как подъехав на этой козе, обмануть Путина? Нет, уже нет. Можно было. Путин и так подмаслил Трампу, сказав, что ну ладно, хрен с ним там. В Конституции типа и записано, что Херсонская, Запорожская, административные границы. Ладно, мы успокоимся на том, что мы взяли, но вы уйдите с Донбасса. Плюс не вступление, нейтралитет, ограничения на ВСУ и тому подобное. Ну, но эти условия были на тот момент. С того момента много чего изменилось. Теперь будут другие условия. Вообще, конечно, вот эти все заявления раввинов, которые вы вспоминали, да, это, конечно, нечто. Сегодня в Израиле ультраортодоксальные евреи протестовали у въезда в Иерусалим против призыва в армию, в то время как полиция перекрывала дороги. И, в общем, ну, чтобы не наказывали, как называют, украинские паблики четко написали, ухилянтов. Ну, типа, Ухилянты, да. ухилянты, ортодоксальные Они ухилянты. защищают Израиль своими постоянными молитвами. Вот. Вот. Но Израиль как-то ничего не останавливает. Южный Ливан как бомбят, так и бомбили. Сорвали в Газе все на свете. Ну, Трамп... Да не, ну, еще раз, это ни о чем вообще все эти перемирия. Ну, сами подумайте, приехал Трамп, там нагнали этих арабских лидеров. У вас свадьба, а жениха с невестой нет. Ну вы продолжаете гулять. Поэтому, слушайте, в Израиле критическая ситуация скажем так, с поддержкой в Штатах. Потому что, по последним данным, если сравнивать сентябрь 2023 года с сентябрем 2025 года, то Израиль потерял 50% голосов среди избирателей. Ну как вот, если они задавали вопрос, кого вы поддерживаете, Израиль или Палестину в этой войне, то за 2 года свинг составил 50%. Среди демократов 80%, среди республиканцев 40%. То есть Израиль превратился с политической точки зрения в такое токсичное существо. Эта тема. И тут уже ни айпак, ни шмак, никто не поможет. Поэтому им нужно было как-то эту тему попытаться загасить, а самое главное вернуть заложников, чтобы как-то загасить тоже какие-то протесты, недовольства внутри страны и показать тому же Биби, что вот я тут заложников вернул, ядерную программу Ирана уничтожил. А то, что они начали очередную операцию в Газе, там, как они назвали, колесница Гедеона, по-моему, Гондона Гедеона, ну, зашли они в Газу, вылез КамАЗ и начал их мочить. На этом все закончилось. Поэтому нужно было перемирие. Хорошо, сейчас они начнут аналогичную операцию. С тем же самым результатом. При том, что, оказывается, ХАМАС строит новые тоннели, водопроходческое оборудование работает, контрабанда оружия идет. Супер. То есть они будут сейчас тупо опять продолжать геноцид. Ну, ребята, ничему не учатся. Ну, так, смотрите,
нам же рассказывают, будем как Израиль, будем как Израиль. Ну вот есть же там верующие израильские ортодоксальные, митинги против войны. Сколько прошло уже лет, а никаких выступлений за то, чтобы был мир, мы не наблюдали ни от кого. Более того, кто там Вы что-то... имеете в виду мир в Украине? Да, более того, кто-то что заикается, тут сразу присаживается в СИЗО Да, или еще куда-то. москальский шпион. Смотрите, мы с вами очень часто уже говорим в последнее время, после санкций, например, на Роснефть и Лукойл, обсуждали в прошлый раз, что это все уже война Трампа. Ну, то есть, все. Да, да. Если это война Трампа, то, условно, не понимать, что происходит в Украине, теперь нельзя. И все претензии вопиющих нарушений любого толка, свободы слова и прочее, это тоже теперь как бы Трампа должно касаться, ну или прилипать к нему. Слушайте, если его не волнует тема того, что он соучастник геноцида, военных преступлений Израиля, почему должна волновать тема того, что происходит в Украине? Еще раз, он синильный, слабоумный старичок. Вы что, этого еще не понял, что ли, никто? Ну, Все, что он делает каждый день. Стойте. Это мы проходили уже с Байденом. Мы проходили. Ну так погодите. Тот был тихий. А вокруг Байдена, Что поменялось? вокруг Трампа есть же адекватные люди. Вот вы видели Рубио на этой поездке? А что вокруг? Извините, я вас перебиваю. Он как в рот смотрел ему каждый раз. Это же окружение его, это же они формируют его мысли, понимаете? Потому что он его просто ненавидит. При том, что Рубио его просто презирает и ненавидит. Это было видно еще по праймари в 2016 году. Посмотрите выступление Трампа в Кнессете, да? Как он расписывал, признавался в любви к этой мадам Эдельсон. Рубио – это любимый шпиц, или кто там, не терьер, у кого такие черты лица-то? Не у терьера, у Спаниеля. Любимый Спаниель ее усопшего мужа. Она купила ему место за 100 лимонов. Слава богу, что Трамп нашелся в силу сказать, что за 100 лимонов вице-президентом я его не сделаю. А вот госсеком, пожалуйста. А он махровый не окон. Причем я более чем уверен, что, скажем так, в срыве переговоров в Будапеште, таком вообще в срыве любых отношений и переговоров по украинскому кейсу, в этом поучаствовал Нетаньяху через как раз Рубио, это его шестерка. Байден был тихий, вокруг него были точно такие же неоконы, как и вокруг Трампа. Другие фамилии, в принципе, а лица похожи. А этот буйный, у него недержание подкорки каждый день. Ну, что теперь сделаешь? Как и говорилось, а ведь ничего не поменялось. Внешняя политика не поменялась от слова совсем. Империя, это все. Имперская внешняя политика. Да, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк нашему сегодняшнему эфиру. Очень интересно ваше мнение о том, что происходит. Давайте немного, скажем так, коснемся, скажем, вот этой финансовой политики, да, именно по деньгам. Вы так касались в начале. Значит, что принципиально интересно? Значит, шатдаун. Штука вообще специфическая. Пустили слух в Америке о том, что демократы собирают всю пехоту, все, что только можно, чтобы 4 ноября выйти и прям скинуть Трампа. Представляете? Вот так много, чтобы было народу, чтобы свергнуть Трампа. Понятно, это слухи, понятно, там это все как бы так передается, но, в общем, очередные протесты намечаются. Если сначала было 4 миллиона, потом 7 миллионов, то, я так понимаю, 4 ноября будет больше. То есть еще больше. Плюс интересно, The Atlantic выписывает, что высшие должностные лица США, включая Рубио и Хексета,
после убийства Чарли Кёрка в целях безопасности переезжают из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона. На данный момент в военных объектах разместились 6 высокопоставленных чиновников Белого дома. Они все защищены не только от потенциального насилия, ну, как бы бодигард, да, охрана, но еще и от протестов. Рубио и Хексет, по данным издания, проживают в генеральском квартале Форт Макнейр в военном анклаве на берегу реки Анакостия. То, что некоторые из тех чиновников почувствовали необходимость отделиться от общественности, является признаком поляризации нации. Эти госслужащие теперь могут полагаться на вооруженные силы США для того, чтобы, ну, в общем, резюмирует издание The Atlantic, для того, чтобы высшие офицеры, да, но они как бы подкалывают, что у высших офицеров нет жилья, да, а они вот переселяются на эту базу. Ну, на самом деле, это бред сил кобыл, потому что если ориентироваться на товарища Кёрка, то, на мой взгляд, ни Рубио, ни Петьке Стакану вообще ничего не угрожает. Потому что они ярые сионисты поддерживают Израиль как только могут. Поэтому им ничего не угрожает. Могут спать спокойно. А то, что поляризация, да, она существует, она такая уже лагеря непримиримые, ну, все как описано в четвертом превращении. Поляризация в обществе, властные институты прогнили, требуют обновления, коррупция тотальная. Ну, если президент и его окружение абсолютно насрать, простите, на Конституцию, которая всегда считалась неким святым объектом США, хотя бы формально, да, ну, сейчас просто, ну, какая Конституция, о чем говорить. Да, поляризация есть, посмотрим, во что это выльется, но для этого есть Национальная гвардия и есть армия, которая тренируется в городах, как сказал Трамп, когда вызвал всех генералов и адмиралов. Нет, ну то, что на Рубио и Хексета прям охота, это прям как-то так, знаете. Да я это все, знаете, это как в том фильме «Хвост виляет собака», да, нагнетается все, инсценировочки. Потому что все подводится к тому, что вот сейчас они там начнут выступать, Трамп выйдет и скажет: ах, вы сволочи, эти так сожгли. Ведь ты стакан, посылай войска. Все, там введем какое-нибудь положение, еще что-то, какие-нибудь акты задействуем. И какие промежуточные выборы? Никаких промежуточных выборов. В стране, можно сказать, emergency, военное положение. Ну, как все как у Зеленского. Какие нахрен выборы во время военного положения? Поэтому все идет. Кстати, я думаю, что они могут в том числе и участвовать со стороны левых, тоже подстрекать их и всячески содействовать беспорядкам. Ну, конечно, они дают быстрые силы реагирования, формируют, но не в Европе, да, а в принципе у себя внутри. Значит, военно-полицейские операции готовят американцы. Чего-то ждут, понимаете? Просто... Я думаю, это попытка будет переворота со стороны Трампа. На время прекратить действие Конституции, полномочия Конгресса, никаких выборов. Я король. Типа все. Ну, Ну, не стороны Трампа, стороны его группы. ну, то есть использовать протесты в качестве повода для введения подобных... Да, да, если демократы устраивали 6 января как провокацию, да, потом всячески это раскручивали, использовали, то сейчас, словно республиканцы, это могут сделать. Смотрите, так а зачем тогда Путин Посейдоном трясет, буревестником? Сегодня, кстати, тоже интересное заявление. Трамп говорит, мы будем возобновлять, Да. мы будем возобновлять ядерные испытания. Понимаете? Американские официальные лица сказали: да, 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 я скажу Петьке Стакану. Чувак, во-первых, ядерными испытаниями занимается Министерство энергетики, а не Пентагон. Это на минуточку. Чтобы к ним подготовиться, они уже сказали, нам нужно 36 месяцев. Ну, и потом официальные лица опровергали так, что типа Трамп, ну, он не совсем в теме, он не так все понял.
Старичок просто, у него недержание подкорки, и все. У пожилых людей, вот совсем пожилых, такое начинается, когда они уже подкорку не держат. Теряют личность, куда-то исчезает, превращается в непонятное существо. Нет, ну, я так понимаю, что вот опять одни говорят, я даже помню эту статью о том, что вот этот буревестник, старая технология, вообще там... Ну да, буревестник это сродни, похоже на шоколадные конфетки, вот эти шоколадные конфетки с изречениями Путина, которые Дмитриев привез. Это вот из этой серии. Скажем так, вот создание турбореактивного ядерного двигателя, да, который на нем стоит. Раньше они, по-моему, прямоток пытались сделать, а тут турбореактивный. Ну, это достижение, это нечто. Просто само по себе, с инженерно-научной точки зрения. Но с точки зрения, скажем так, изделия, ну, большой, тяжелый, скорость маленькая, э, тепловая метка размером с путеводную звезду. Какую противоракетную оборону преодолеть? О чем вы, ребята? Не, а вот Посейдон, да, это фишечка. Это фишечка. Такая, его хрен уничтожит, потому что он на такой скорости идет. Ну, торпеды его ни одной торпеды не догонит, которые есть на Западе. Ну, и мегатонну доставить тоже, скажем, в Темзу, в устье Темзы, это вообще бесценно. Ну, что, хуситы, ну, они отморожены, понимаете, ну, отмороженные люди. Перепутали граммы с килограммами. Ну, хотели испытать, а получили. Бывает. Хуситы с Посейдоном, это, конечно, нечто, Степан Геннадьевич. А что, если они гиперзвук смогли сделать? Что им там сделать подводный гиперзвук и ядерный заряд? Да ну, два пальца вообще. Хуситский Посейдон. Это, Ну, конечно, да. по-другому назовут там. Абстухумбей какой-нибудь. Ой, ну, все тут обсуждают еще у нас из последних новостей. Укрпочта в Киеве взорвалась посылка во время осмотра. 5 человек пострадали. Значит, установили личность, обнаружить, кто еще одну такую отправку с подозрительным вложением отправлял. Короче, взрывчатка там была, и отправлялась она в какую-то другую страну, представляете, Укрпочтой. Ну, дурных хватает, но на самом деле, знаете, я просто вот так даже пытаюсь понять, а сколько нужно? Сколько нужно вообще для того, чтобы безопасность установить в случае какого-то, ну, там, остановки или там завершения войны на этой территории? Это же прям какой-то будет, ну, ужас. А солдаты, которые вернутся с посттравматическим синдромом, и вообще с другими понятиями о том, что есть добро-зло, и как правильно жить, и как нужно жить. У них же там все поменялось на фронте. Вообще от слова совсем. Это на самом деле проблема не только Украины, это и проблема России будет. Подведем итоги опроса и перейдем к вопросам зрителей. Друзья, всем большое спасибо, что интересуетесь. Ну, тут, конечно, без вариантов. Я думал, оцените визит Трампа в Азию. 9% ужасно, 12% фантастически, 22% посредственно, ну и скучно девочки, причем скучно через ша, да, написали, проголосовали 58%. Скучно, скучно. А Без вам, огонька. а вам было скучно от Трампа в Азии? А я спал, когда он там был. Я даже нормальный человек. У меня сон. Так, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Начнем с клуба зрителей Шелеста. Поехали. Вот такие вопросы. Как Рубио, Анна спрашивает, проник в Китай? Против него же КНР санкции вводила. И зачем Трамп взял его с собой туда, чтобы негативный эффект усилить, не так ли? Рубио уже жесткий противник Китая. А они что, в Китае встречались? Нет. Ну и взял с Ну, собой, имеется в виду, на... Хотя, госсек, министр иностранных дел. Что? А что? Ну, взял, он же поехал тут условия диктовать, понимаешь.
Тут товарищ Симус сказал: иди, друг, думай. Как надумаешь, возвращайся. Еще отсыплю. Елена, Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital. Какие последствия в ближайшем будущем будут, если будут, для мировой банковской системы и для России в частности? Ну, это цифровой юань, которым теперь могут пользоваться страны БРИКС. И не только страны БРИКС. Китайцы еще практически сделали уже юань, конвертируем в золото. Но это уже произошло месяц назад, по-моему. А по большому счету отпадает надобность. Кстати, в юанях, цифровых юанях китайцы теперь будут рассчитываться за нефть полностью со странами залива. Отпадает необходимость в долларовых переводах и в системе SWIFT полностью. Абсолютно никем не контролируемая Западом система. И по разным оценкам она моментально может заместить доллар порядка 40%, в 40% платежей. То есть, к чему это приводит? За последние, скажем так, по-моему, 5 лет доля доллара в международных резервах сократилась на 15%, но она была заменена золотом по большей части. А теперь смотрите, если вы, скажем, ведете торговые операции, внешнеторговые операции в тех же юанях, то значит Центробанку нужно держать больше юаней в резервах, чем доллара. Соответственно, будет дальнейшая дедоляризация мировой экономики. Но это не А Трамп означает, что обещал, что это не означает, тарифы на всех ведет. это не означает, что доллар упадет, кстати. Это тут... Абсолютно не означает. Нет, не надо связывать эти вещи. Абсолютно с вами согласен. Доллар вырастет на этих новостях. Потому что, Трамп же обещал, там, все, кто выступает против доллара и старается от него избавиться, какие-то страшные тарифы ввести. Алло, ржавый, ты где? Вводи тарифы. Все ждут. Так, следующий вопрос вот такого толка. Степан Геннадьевич, что за бряцание ядерным оружием началось? Почему Россия медийно раздувает Посейдон Буревестник? Тема ведь не новая, еще со времен мультиков Путина известна. К чему все идет? Какая цель? Мультики Путина, они были о другом. Там падала обычная боеголовка, точно, по-моему, в Майами, еще куда-то. И изображалась там гиперзвуковая ракета, которую разрабатывал Локхид Мартин в то время. Это я помню мультики. Еще раз, на мой взгляд, буревестник – это не от большого ума, да, пропагандируется, потому что это абсолютно, на мой взгляд, бесполезное изделие. Единственное, что в нем полезно, это вот этот двигатель. А как изделие полезно. В Советском Союзе, на самом деле, все эти разработки велись, и в Америке в свое время. В общем-то, поняли, что на данном этапе развития военных технологий бесполезно использовать. А Посейдон, да, это такая мертвая рука 2. Да, это уникальное изделие. И которое можно использовать прекрасно. А для чего это делается? Возможно, это я тут буду делать то же самое, что делает Трамп. Подкорку изливать. Перефразировать то, что я услышал на Бизнес ФМ сегодня, будучи за рулем. Так, следующий вопрос. Сергей задает вопрос Степану Демуре. Степан Геннадьевич, как вы оцениваете шансы Трампа получить Нобелевку, если он сможет помирить колумбийские и мексиканские наркокартели? Гарантированно. Нобелевский комитет не чужд этого прелестного белого порошка. Судя по его действиям. Ой, значит, поехали, сообщество YouTube, ваши вопросы. Так,
Так, как вам картина происходящая такая? В текущем состоянии политики признание нашего самодержца, момент этого признания наступит, когда народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей, нами подстроенной, воскликнут: уберите их и дайте нам одного всемирного царя, который объединил бы нас и уничтожил причины раздоров. Сергей Нилус, протокол сионских мудрецов, номер 1087 год. И еще, по-моему, все идет согласно обложке Economist в 22 году, что ли. Они предрекали балансировку по всех сферах жизни. Ну и все персонажи экономического театра отрабатывают этот сценарий по полной. Сценарий есть, да, но это известная фишка. Это еще протоколы сионских мудрецов, да, которые официально являются фальшивкой. Но товарищ Форд, папаша Форд, в своей замечательной книге, по-моему, 22 года провел исследование, потратил кучу денег на детективов, показал, что это не фальшивка. Начнем с этого. Это стандартная практика нового мирового правительства. Это стандартная практика тех же большевиков, вернее, последнего интернационала, когда нужно народы погрузить Европы в пучину войны, голода, холода, чтобы они приняли социализм, да, который спасет их от всего. Здесь то же самое с новым мировым правительством, так называемым. Когда у вас бунт иммиграции, нет порядка, постоянные войны, правительства локальные не справляются, национальные. Поэтому, естественно, на сцену представить новый мировой порядок, который скажет, что, смотрите, только мы способны обеспечить вам безопасность в обмен на ваши активы и на ваши свободы. Большинство населения, так сказать, золотого миллиарда, с радостью это примет. Черт с свободами, черт с активами, главная безопасность, теплая хата и немножко хавки. На это вот расчет. Да, есть такой план, да, он притворяется в жизнь. Посмотрите на повесточку 2030 ООН. Почему вы думаете, например, в той же Европе уничтожают фермеров? Чтобы жрать было нечего. Так, а смысл? Смысл как голод, война, холод. Мигранты бунтуют, никакой безопасности. Все, правительство национальное не в состоянии обеспечить базовые требования электората. И тут выходит весь в белом жабо. Ну, мировое правительство говорит: пацаны, мы все видим, эти ни на что не способны, мы объединяем весь мир, скажем, под единым каким-то центром. И сразу у вас все будет. И безопасность будет, и тепло будет, и давки чуть-чуть будет. Но взамен мы возьмем ваши свободы. Согласны все? Да, согласны. Все. Вот. Ты довольны? Вообще, конечно, такой Жаба Гадюкин. Главный раввин России Берл Лазар подверг критике высказывания муфтия Чечни Межиева о том, что иудеи являются врагами Аллаха. Муфтий заявил на ток-шоу «Чеченская история, война и мир». Издавна существуют враги Аллаха, иудеи, порожденные ими течения, такие как атеизм, говорит муфтий. Слова господина Межиева оскорбительны для всего еврейского народа и для нашей веры, но по существу они направлены не только и даже столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет. Представляете? Разжигают. Да, интересно, кто перед кем извиняться будет. Вопрос не праздный. Ну, это как, понимаете, это как вот с вот этой всей историей там с Монтян. Я не знаю, как вы относитесь к этим всем, ну, условно, украинка, которая у нас известна была достаточно, да, в политических кругах, там была и адвокатом многих политических деятелей. На стороне России перешла туда, жила в Донецке, рассказывала, как все плохо, какие все негодяи и нехорошие, делала сборы, но стоило ей пересечься с Соловьевскими, да, как сразу, так сказать, и внесли. Да. Борьба за поляну. Поляна становится меньше, поэтому борьба начинается. Ну, тут, понимаете, мне кажется, это похоже очень, как этот муфтий и этот раввин сцепили. Да. Это же анекдот. Сцепились как-то муфтий и раввин. Да.
Я могу много рассказать на эту тему, но не буду. Ну, это аналогичная история. Вот, ну, например, прошла информация, что Гудяев, ну, патриарх наш, якобы там, встречался с Путиным и настаивал на том, чтобы начать мочить кришнаитов. Почему, оказывается, кришнаиты в тех районах, как выражаются, где влияние ортодоксальной церкви не очень сильное, они, значит, молодежь и вообще несознательных людей в свои секты вербуют. Ну, соответственно, падают доходы церкви. Надо стричь поляну. Все, борьба с этими конкурентами. Внутривидовые разборки, я так это отношу. Так, следующий вопрос от Виталия. Добрый вечер, Александр Степан Вопрос. Как вы оцениваете геополитическую реальность, в которой президент США с гордостью официально заявил об очередной остановленной войне, но не России и Украины, а войне Билла Гейтса с портящими воздух коровами? Заранее спасибо за ответ. Ну, повесточка просто уже затухла. Я думаю, что все это бывает, скажем так, вспомните, что спонсировал Билл Гейтс. Вспомните его тех же комариков. Вспомните, что тот же Шваба и Билл Гейтс писали в разгар чумки. Как мы будем жить через 2-3 года. Ну, не срослось, поэтому повесточку, судя по всему, нужно это самое, сворачивать. Придумать что-нибудь другое. Не сомневаюсь. А нам Так, просто задайте вопросы. Вот, хорошо, выбросы СО2. СО2 – это вообще пища для всего живого, всей живой растительности. Если мы будем ограничивать концентрацию СО2, то растительности будет меньше, урожая будет меньше со всеми вытекающими последствиями для всей пищевой цепочки. Более того, СО2 не является парниковым газом. Парниковым газом является что? H2O. да. Значит, Александр задает вопрос. Все предвещают, что то ли в ноябре, то ли 15 января, в общем, будет перемирие и мир. А что такого должно произойти, что Россия согласится? Января, 15 января, какой ноябрь? Января. То ли подождите, в ноябре или 15 января. Да, Ну, там тоже кто-то, да, уважаемый очень сказал. Да. да, поэтому, в общем, Ничего, проходим дальше, здесь нечего то смотреть. есть вообще ничего. Неужели санкции дают результат? Да, да, вот сейчас все обрушится. Обрушится. Вокруг меня я слышу грохот, треск, все рушится. М, Да, значит, турбоактивный двигатель мы уже прокомментировали. Спасибо большое. Спрашивает Александр другой уже. Скажите, что, по мнению Степана Демуры, будет происходить с биткоином? И вообще, зачем он нужен? И какое его будущее, на ваш взгляд? Биткоин нужен был для того, чтобы, во-первых, его создатели собрали кучу бабла, его создатели ЦРУшники. Во-вторых, все эти щиткоины были нужны, чтобы приучить хотя бы часть населения к цифровым деньгам, виртуальным деньгам. Ну, потом уже на фоне всего этого спокойно ввести валюты центральных банков, цифровые валюты центральных банков. Но потом, когда эти валюты будут введены и будут, скажем так, уже внедрены в экономику общества, может, даже раньше, все цифровая шелупа просто исчезнет за ненадобностью. Блокчейн останется, а щиткоин будет, я не знаю, стоить там. Ну, сейчас даже вот просто полюбопытствуйте, сколько энергии нужно на одну транзакцию в биткоине, да, и сколько времени она занимает. Ну, просто в осадок выпадет. Что это такое? Ну, Интересуйтесь. много, да, наверное? Дни. Ой, часы, прошу прощения. А в смысле потребления энергии это вообще что-то астрономическое уже. Просто чтобы всю вот одну транзакцию пропустить по всей цепочке блокчейна. Ну, это идиотизм. Просто идиотизм.
В недавнем интервью Денис Лукьянов пишет, Степан Геннадьевич верно отметил, что кто контролирует эскалацию, тот побеждает. И не похоже, что Россия ее контролирует. Тут мне вспомнился другой тезис. Про лягушку на медленном огне Западу и Украине нужно кипение, в идеале гуманитарная катастрофа, и тогда, мол, сам Бог велел, миротворцев введут, попробуй их не пустить, потому что Восток уже не поймет. Получается, что Россия, наоборот, очень точно контролирует градус эскалационного нагрева, проглатывая много чего, за что иным давно бы орешник прилетел. Или у вас эти два тезиса как-то по-иному связаны? Спрашиваю. Ну, Медведев же написал, посмотрите у Телеграм. Он четко написал, что пока там, перевожу на русский, понятно, доступно. Пока мы тут болели Трамп наш 2, мы не ввели войну. А теперь, после того, как эта болезнь якобы закончилась, теперь можно воевать. Вот и все. Кто придумал? Какой Восток? И-то вообще на это наплевать, что мы там делаем. И потом, кто будет выводить каких миротворцев? Кого они есть? Сколько они там наберут? 1050, 60? Как долго они продержатся? Но не будем забывать, это не, скажем так, это не российская армия, не ВСУ. Это европейская армия. Ой, уйди, противник. Родина опасность. Потом просто элементарно, вот, если они не могут поддерживать уже существующий конфликт с той интенсивностью, с которой он ведется, имею в виду, по базовым видам вооружений, то откуда у них будут эти вооружения? Если только американцы ведут свои войска или турки, европейцы, ну, я не знаю, ядрили. Они любят говорить и смотреть. Околды. Если бы Путин допустил вступление Украины в НАТО, за 8 лет взял тогдашнее ЛДНР в состав России и построил там военные базы в ответ на натовские, тогда бы удалось избежать СВО? СВО по-любому началось. Потому что Россию надо было втягивать в войну. А для того, чтобы ввести, как они считали, количество экономических санкций, расшатать все и привести к смене режима. Втягивание России в войну – это была одна из частей операции по смене режима в России. И получилось. Стамбул надо было подписывать, все могло пойти по-другому. Лина Востроилова. Способна ли НАТО воевать с Россией? В противном случае война закончится, когда Россия победит. НАТО в каком смысле? Я думаю, что сейчас даже, если без американцев, то нет, конечно, пока. Посмотрим, что будет к 29-30 году. И что случится после завершения войны Украины с армией России. Я просто сужу по тому, как они относятся к будущему. Сейчас нет. Владислав, добрый вечер. Александр и Степан Геннадьевич. Почему Запад так сильно ненавидит Путина? Понятно, что причин и поводов много, но все-таки, по вашему мнению, какая из них самая основная? И когда эта ненависть началась? Ведь очевидно, что задолго до 22-го. Тут не ненависть, тут, ну, это как один из атрибутов. Это называется демонизация противника и расчеловечивание противника. Канцеляция русских и тому подобное. Это это выглядит так, да, это вот так вот преподносится. На самом деле стандартный прием. Демонизация и расчеловечивание противника. Так, вопрос. Есть ли у США влияние на SWIFT или это только от Европы зависит? Якобы при предыдущем гендире Свифта такого влияния не было. Он даже посылал пиндосов далеко и прямо. Но потом его поменяли, а теперь полностью контролирует пиндос. Антон, господин Шелест, спросите, пожалуйста, Димуру, если брать жизненный опыт, спасти жизнь легче, чем жизнь потерять или отобрать?
Странно, господин Шелест, но не господин Димура. Какая-то дискриминация по национальному признаку, можно сказать. Что там еще раз легче отобрать? Как вас зацепило, Степан Да, Геннадьевич? я оскорблен до глубины души. Антон, господа в Париже. Да, да, да. Не называйте меня господином, я работаю на жизнь, да. Зарабатываю на жизнь. Ой, если по жизненному опыту спасти жизнь легче, чем жизнь потерять или отобрать? Да, легче. Легче. Нет, Антон. Степан Геннадьевич, как теперь повлияет переобувание ФРС на экономику? Вопрос встречный Антону-то откуда знать? Ага. Значит, как повлияет переобувание ФРС на экономику США? План же был сократить 3 триллиона. Уже собираются заканчивать ужесточение раньше срока. Спасибо. Никак не повлияет. ФРС уже... Они последние где-то 2,5-3 года не ФРС предоставляли ликвидность в рынке, а Трежерис. Так, ладно. Добра и света вам. Тут пишут Шелест и Тимура, как были селяне, так и остались. Злость, хамство, ваше национальное качество. Ой, люди. Иди лесом, дедуля. Там тебе сидят волки. Ай. Так, тут настойчиво спрашивает Скуф Степан Геннадьевич заказал альтушку на госуслугах. Ой. Ну, прикалывается. Вы помните, говорили, я Скуф в прошлом эфире. Да. Не, я больше по этим. По милфам. На альтушку уже сил не хватает. Возраст. Ой, господи. Веселые вы, ребята. Вот пользовательница пишет вполне серьезный вопрос. Степан Геннадьевич, Трамп спасет Украину? Да. От самой себя. Ну, то, что от самой себя, это точно, на самом деле. Так. Пылесосить Treasuries. Ага, значит... Так, друзья, значит, всем большое спасибо. Я очень благодарен. Ой, господи. Димура — это фамилия с французскими корнями. По этой версии фамилия происходит от французского слова «демерер», что означает «заслуживать». Ну, у Наполеона был маршал Демур, который брал Москву, а, между прочим, командир Тойоты тоже был Демура. И есть сенсей в той же Японии, Демур известный. Поэтому, наверное, не французский корень. Все мы, братья. Чуть-чуть французы. Особенно, когда с возрастом. Все мы братья, ну немножко сестры, да. Степан Димура. Сестричка. Степан Димура был моим собеседником сегодня. Степан Геннадьевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Все-таки, так уж хотелось, чтобы стремительно развивались события, которые приближают нас к миру. Но тут один комментарий был в чате, такой справедливый. Говорит, слушайте, ну если не смеяться, тогда грустно. Ну так и есть. Если не смеяться, тогда правда грустно. Но мы не грустим. Особенно, когда знаешь чуть больше, чем остальные. Может смеяться. В общем, друзья, погрустите без нас Сами без нас. недельку, а в следующий четверг возвращайтесь. Всем большое спасибо, добра и света. Удачи всем.